все узнали, Хуя Клеменсиорум Индонезия. И у нее для нас с вами сюрприз. В очередной раз на том же самом цветоносе очередной раз цветение. Вот такая прелесть. Напишите, у всех у вас Клеменсиорум цветет. У меня вот этот уже такой стабильный цветонос. Много раз цвел. И он меня постоянно удивляет и радует. И мне кажется, что в этот раз даже как-то он попышнее цветет, чем предыдущий раз. Шарики такие правильной формы. У нас там мусс, поэтому я аккуратно поворачиваю. Хочется на нее посмотреть со всех сторон. Потому что это такая вот редкая ситуация. Я думаю. А возможно, в ваших условиях тоже Клеменсиорумы цветут с удовольствием. Такая прелесть. Так что мы с вами не прощаемся. Надеюсь, что цветонос она не отсушит этот. Другого нет. Листья у нее просто великолепные. Клеменсиорум Индонезия. Девочки, это я что, не могу понять? Нас хотят просто настроить на такой лад, чтобы нам просто было супер приятно смотреть на это цветение. Так, в общем, я просто в захвате. Ну и не только это Хуя цветет. Я вам показывала еще корзинки абаваты. Абавата вариегата сплэш. Вот очередная корзинка открылась. Вот здесь дальше по ходу роста такая скромность. 4 бутона. Не потянула. Она у меня, как видите, под потолком уже. На вот таких вот крепежах. Вот такая вот прелесть. Выдала вот такой ус. Я ей не мешала. Здесь она, по-моему, уже отцветает. Очень долго держит в своей корзинке. Умница. И, по-моему, даже здесь новый рост. Красота. Девочки, подскажите, как ваши абаваты цветут, не цветут, радуют, не радуют? Будет очень интересно. Кстати, Лиза там уже вовсю кустится. Видите? Новый черенок и новые ростики. Красотка. Так, ондулата, девчонки, уже отцвела. Вот это, так сказать, последний аккорд. Все, она уже их не открывает. Через пару дней начнется уже опадание цветения. Видите, как она заканчивает свое цветение? Вот сегодня целый день, последний день цветения, они вот так закрыты. Вот так вот. Было очень красиво. Но до свидания и всем спасибо. Не засушила она свой ус. Все нормально. Я вам показывала про нее видео. Но все у нее хорошо. Так, ну, вроде бы все. Еще раз глянем. Красота. Привет, друзья. У меня сегодня новости с хвойных полочек. Вот немножечко неудачно растит каудата оранж. Ее и голд называют, и оранж. Свою корзинку. Видите, она прячет ее. Прячет ее под листики. Вот такая прелесть.
Но это потому, что удобно опылителям подлетать и опылять. Смотрите, какая прелесть. Пушистая. Я называю ее капелька варенья. Смотрите, да? Супер. Она у меня уже дама взрослая. Не первый год растет. В большом вазоне, говорят, хуи лучше не садить в большие горшки. Девочки, вот такой большой горшок, по-моему, даже 2 литра. У меня здесь вот такое, видите, внизу отверстия. Сделаны были дренажные для орхидей. Поэтому стоит ведерко, так как при поливе сливается вода. И после пересадки ее в больший объем, ну, только с условием, что корни заняли весь объем горшка, она стремительно пошла в рост. И как вы видите, ее стремление расти неуемно. Видите, где она уже? Такая вот прелесть. Здесь она схватилась за фаленопсис. Я прям не знаю, что с этим делать. Фаленопсис в шоке, но ему нравится этот тандем, и он растит цветоносы и цветет бесконечно. Листья у нее шикарные. Здесь пока по одному листику. Щель между полкой и стеной небольшая. Если она вздумает растить второй, не знаю, как у нее это получится. Обратная сторона листа у нее вот такая бордовая. Очень рекомендую. Хоя просто великолепная. У нее листья такие, знаете, шершавые, плотные. Жду еще один ус. Возможно, где-то она еще изобразит, оживит новую точку роста. Цветет она очень часто и охотно. Но эта корзинка так интересно спряталась с цветочками. Я вам показывала еще в бутонах, но теперь показываю вам праздник цветения. Супер. Точно так же я пересадила свою калистофилу калимантан. Она у меня постоянно цветунья. Вот опять набирает бутончики. И я, знаете, прям... Вот смотрите, какой цветонос с бутонами. Мне очень нравится, как пахнет при цветении, как ароматит калистофила калимантан. Это что-то такое необычное. Цитрусовый аромат вперемешку со специями. Это уже не первое цветение на этом цветоносике. Цветонос, видите, уже огромный. И она перестала у меня расти. Просто остановилась в росте. Она росла вот в таком вот стаканчике пластиковом. И я поняла, что нужно что-то менять ей в ее жизни. Тут, кстати, еще один цветонос. Смотрите, я его только сейчас увидела. Свеженький, новенький цветоносик. Видите, не хочет фокусироваться камера, но придется. Слишком яркая листва и сбивает камеру с толк. Техника не выдерживает. В общем-то, я ее пересадила вот в такой двойной горшок. Объем этого горшка, я думаю, что это, наверное, больше, чем литр, да? Наверное, 1,5. Ой, здесь новый листик идет. Смотрите, какая прелесть. Ой. И, в общем-то, она проснулась. Во-первых, корни пошли. Начался корневой рост. Она начала осваивать грунт. Двойной горшочек, и немножечко вот заходит воздух, так как там внутри сделанный, видите, для орхидеи. Это горшок Арте
В нем когда-то какая-то орхидея росла. И сделаны вот паяльником дырочки, поэтому очень удобно, когда горшок садится не полностью, есть зазор. То есть есть воздухообмен. И смотрите, как она проснулась. Вот одно направление роста, вот второе направление роста. Где-то через месяца полтора после пересадки она проснулась. Я уже переживала. Девочки меня просили черенки от этой калистофилы. Я здесь посрезала. О, точка роста тоже здесь ожила. Видите, вот. Здорово. Здорово. И здесь будет рост. В общем, девочки, не всегда большой горшок для хуи — это зло. Иногда это просто великолепный повод начать ей расти. Представляете? И я когда вижу, если хуя остановилась, и вот не растет уже там в течение, нету прироста, и я вижу, что у нее уже там в горшке много корней, то я понимаю, что нужно ее пересадить. Это мой Clemensiorum ачех. Он, конечно, выдает вот такие усища под самый потолок, но я жду листиков. Пока что их нет. Не всех это устраивает. Вот у него здесь корней немного. Ну, листики приобрели сейчас на солнышке загар. Вот такие. Мне вот они больше нравятся, когда они просто зеленого такого изумрудного цвета. Когда загорают, они становятся вот такие немножко с отливом. Я вот буду смотреть на ундулату. Если она не будет давать новые росты, это моя ундулата Long Leaves. Все вы ее знаете, она у меня единственная и неповторимая, цветет очень часто. У нее было всего лишь, смотрите, вот одно направление роста, второе, и это третье. Срезала ей черенок недавно. Вот ее цветонос, на котором она очень часто организовывает мне цветение. И вот вновь я вижу бутошки. Так вот, если она не начнет расти, она вся в загаре. Видите, я сейчас не включаю часов до 5, до 4 вечера, не включаю подсветку. У меня сейчас солнечный свет был с утра. И вот на данный момент, сколько время, 11:30, у меня здесь такой вот полумрак. Но они умудряются в таком режиме загорать. Я сделала ей дренажные вот такие прорези, отверстия. Корневая у нее такая, знаете, ледве заметная. Вот. Такое ощущение, что как будто корни какие-то неживые. Но она растет и живет, и цветет. Значит, все в порядке. Я специально сделала отверстие, чтобы она немножечко просыхала. Вода в кашпо выливается вниз туда. Сейчас я немножечко ее полью. В общем, если я буду видеть, что она не хочет расти, не желает, я ее тоже, возможно, пересажу. Вот так я поливаю, подлазю ей под листики. Надо, кстати, ее пойти покупать. У нее уже прям, я вижу, много пыли. И вот лишняя вода скапывает вниз туда. Много пыли на листьях, надо просто ее продушевать. Все, сейчас я этим и займусь. Я думаю, что ей понравится. Так что вот так, девочки. Не бойтесь больших горшочков. Больших горшочков бывает, когда уже взрослая хуя, бывают хорошие результаты в больших горшочках. О, у меня же там все еще никак. Сейчас я вам покажу. У меня здесь просто орхидеи поливаются. У меня здесь Финлейсони цвести собирается. Вон, видите, бутоны. Бутоны. 2 цветоноса пока я вижу. Мне девочки спрашивали: Аня, какая у вас сторона света, что у вас
цветут хвои. Вот смотрите, Финлайсони. Так иди цепляйся туда, за эту абавату. Сейчас ее зацеплю. Что-то она сюда вышла. У меня южная сторона света. Свет у меня дневной с утра, с рассвета до... Да я, девочки, взбираюсь. Вот вам покажу вот так. С утра до часа. Ну вот уже сейчас 11:30, он уже вот на подоконнике. Освещение, тут притенение у меня. Так, давай. Беги туда. Беги, цепляйся. О, смотрите, нектар накапал на листик. Видите? Там корзиночки свели, накапал. В общем, до обеда солнышко. Смотрите, мой Clemenceorum Индонезия тоже постоянно цветет. Это видно по цветоносу. И опять у него бутоны. Красавчик. Он интересно пахнет так необычно. Так, а вот эта орхидея, у него постоянно заваливается на бок лист. Его надо подвязывать, этот лист. Надо будет сейчас прихватить. Ты не хочешь подержать ей листик? Все равно тут торчишь. Так, и жду цветения манипурентиса фила. Вот видите, какие колокольчики. Может, это уже и есть цветение? Но я жду, чтобы они хоть чуть-чуть распахнулись. Я понимаю, что он цветет, хотя он называется хоей, но похоже цветение, как у дисхидий. У манипуренсиса. Так, кто здесь? Вот у меня еще здесь каудата. Тоже цвести собралась, которая сплэш. Сильвер сплэш. Тоже будет цветочек. И тоже, видите, так под листиками вниз. Прикольно. Она только недавно цвела. Может, есть цветочки, но там он еще один есть. Цветонос. У нее обычно много цветоносов. О, и акута собралась цвести. Смотрите. Один цветонос. Второй цветонос. Это еще не все. Третий цветонос. Она красиво цветет и приятно пахнет. И листики у нее симпатичные. Так что, девочки, вот такая вот история с моими хоечками. Бавата только отцвела. Так, кстати, моя красотка Лиза набирает обороты. Вот умею я растить Лизы. Одна Лиза большущая, огромная, уехала к новой хозяйке. И вот новенькая растет. Так, надо тебя поливать. Уже, как я определяю? Ну вот смотрю, вот она вообще уже легенькая. Вот это место на солнечном подоконнике с притенением просто ее место. Она здесь просто жирует. Главное поливать вовремя, вот корешки, не пересушивать. И она с удовольствием. У кого Лиза не растет, найдите вот южное окно у себя в помещении и поставьте, чтобы она была именно варигатная, в зелень не уходила. Поставьте ее на южное окошко, притяните от солнечных лучей и поливайте почаще, не забывайте. Вот здесь вот стаканчик без прорези, она выпивает все на раз, два, три. По-моему, чаще, чем она, поливаются только маленькие горшочки с новоприбывшими хвоями. Продушевала красотку. Думаю, ей понравится. Но главное сейчас на солнце не ставить. Но здесь уже солнца нет, потому что будут ожоги. Вот эти капли воды, они как линзы работают. И когда вы продушуете растения, это не только хвой касается, всех растений, поставите на солнце, то потом отримаете ожоги. Все, девочки, всех обнимаю. Всем всего самого-самого наилучшего. Пишите про свои хоечки, как у вас там дела в вашем хоечном царстве. Обняла.